Всем привет! Меня зовут Марина. Вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. Как вы видите, в этот раз, сегодня я не одна. Со мной мой студент Оливье из Бенина. Бенин – это страна в Африке. И сегодня давайте вместе попробуем взять у него интервью. Я буду брать сейчас, а вы в комментариях пишите вопросы. Обязательно отправлю вопросы Оливье, и он на них ответит. Да? Конечно. Первый вопрос. Оливье, кто вы? Откуда вы? Почему вы сегодня здесь, в России? Во-первых, меня зовут Оливье, я из Бенина. Я приехал в Москву, чтобы изучать математику, но первый год надо учить русский язык. По секрету, Оливье начал учить русский язык только в ноябре. Ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель. Сейчас у нас апрель 25 года. Как вы думаете, Оливье хорошо уже говорит по-русски? Уже полгода, 6 месяцев, да? Да. Да, это много. Расскажите, как вы учите русский язык? Ну, кроме занятий со мной. Как я учу русский язык? Русский язык люди думают, что это очень сложно, но если практиковаться, но вы сможете свободно говорить. Вы должны иметь тетрадь, куда вы пишете слова и учить грамматику. Есть стереотип, что русский язык самый сложный язык в мире. Согласны? Нет, я думаю, китайский язык сложнее, да? Правильно понимаю, что здесь, в России, вы еще начали учить китайский? Нет, у меня друзья из Китая, поэтому второй сложный язык арабский, русский язык является третьим, я думаю. Сколько языков вы знаете, Оливье? Не мой родной язык. Наш язык в Бенине, французский язык, и я учил английский язык. Уровень А2 не очень говорю. Так что на наших занятиях мы говорим только по-русски. Я не говорю по-французски, Оливье плохо знает английский, Только средний язык русский русский. Так, Оливье, расскажите про Бенин. Откуда вы узнали в Бенине, что вам нужно изучать математику в России? В целом расскажите о стране и почему вот решили поехать в Россию. В Бенине я услышал об учебе в России. И наше правительство дало нам возможность изучать в России. Я получил стипендию, чтобы изучать, учиться в России. Так, как долго добирались до России? Как? Как долго? Как ехали в Россию? Думаю, полдня, 12 часов. Есть прямые рейсы Бенин-Москва? Да, мы остановились в Танзании. Не прямо Танзании, не знаю где, на карте. Вот она, Танзания, здесь она. Вот Танзания. Из Бенина, Танзания и потом Россия. Так, что было самое удивительное в России за этих 6 месяцев? Конечно, погода. Потому что в Бенине у нас около 30 градусов, а в России, бум, около нуля. Ну, это хорошо, что 0, а не минус 30. Я услышал, что на этом году нам повезло, что зимой не было очень холодно. Мне нравится. Что было самым сложным в России? Сложно климат. Очень сложный сначала, но сейчас уже привык к этой погоде. Сначала тоже русский язык, это трудно, когда
вам говорят люди, и вы ничего не поняли. Это очень трудно. Но сейчас я могу понять несколько слов и разговаривать по-русски. Сейчас удобнее. Вот. Мгм. Хорошо. Есть ли слова, фразы в русском языке, которые в первую очередь очень нравятся, такие интересные для вас, и которые вы никак не можете понять, они вам совсем не подходят, не нравятся? Да, в русском есть много слов. Например, когда много слова, например, распространение, когда много мне трудно артикулировать. Мгм. Вот Вот. этих много И звуков. да, Да. И есть длиннее слова. Мгм. Например, достопримечательности. Мгм. Вот. И что еще? Глаголы превращает много слов. Но если вы повторите много раз, у вас получится. Так, то есть сложность именно в фонетике. Трудно Да, говорить эти слова. фонетик. И не забудем. Падежи, грамматика тоже. Мне трудно говорить с падежами и узнать после какого глагола использовать какой падеж. Иногда есть логика, но Мгм. не всегда. Когда без логики, да? Да. Когда без логики, мне очень трудно. Ну, Так, ну вот это вот есть логика, это то, что я часто говорю на занятиях. И заметьте, слышите, как Оливье начинает говорить, и есть небольшие паузы, когда он думает, какой нужен падеж здесь использовать. да, вот. Молодец, то есть он не просто говорит, что тоже хорошо, но он старается обдуманно говорить, чтобы произносить все слова правильно и все верные грамматические формы. Вот. Так, что вот никак не понимаете в русском языке? Логика есть, но вот что вот вам кажется нет логики, тем более как математику, вам может что-то казаться нелогичным. Как везде, есть исключения. Например, когда мы говорим 1 год, 2 года, 3 года, 4 года и 5 лет, это без логики. Вы хорошо знаете. И так друга, друзей Мгм. надо запомнить. Если вы никогда не слушали, вы не сможете угадать, Мгм. потому что там нет логики. Хорошо. Оливье, о русском языке можно говорить бесконечно, долго, интересно. Но вы живете в Москве. Чем вы занимаетесь в Москве? Есть ли свободное время, кроме изучения русского языка и подготовки к университету? При свободном времени я иногда гуляю по парку, когда на улице жарко, не очень холодно. Когда холодно, я остаюсь дома Мгм. и слушаю музыку, смотрю сериал по-русски, конечно. Я иногда хожу в кино и музей. Вот. И с друзьями мы ходим в клуб ночью, чтобы немного танцевать. Вот. Так, есть ли какие-то любимые места в Москве тогда? Любимый ресторан пиво. Ресторан пива. Начинается реклама. Это не реклама. Красная площадь. Люблю. Все. Да. Оливье, как вы думаете, какие русские люди? Русские люди, конечно, они не как бенинские люди. Мгм. Во-первых, когда вы видите русские люди, у них серьезный вид, очень серьезный вид и немного закрытое лицо. Но потом, когда вы подходите к Мгм. ним, вы увидите, что они
добрый. Как вы знаете, песню «Красивая внутри кобра». Вы знаете, нет? Нет, сразу А, видно, ходит по клубам. В песне говорят, что они как кобра, но внутри очень добрые. Вот Мгм, я не согласна. Вот, мгм. я согласен. Так, как вы думаете, чем русские любят заниматься? Что делают в свободное время? Зависит от возраста. Так, отлично. Давайте по возрастам. Молодые люди, они любят ходить на площади или в клуб. И когда взрослые, Мгм. adults, Да, yes, взрослые. взрослые, они с женой или с женами в ресторан ходили. И когда очень старшие, они старшие, только музей не занимаются музыкой, и Мгм. они всегда с внучками, Внуками. внуками, вот. И все. Русские люди и люди в Бенине похожи? Нет. Не, Почему? не, не. Этот вопрос думал, да нет, я задала для того, чтобы услышать ответ, да нет, русские и люди в Бенине одинаковые. Нет, почему Не нет? одинаковые. Есть много разницы. Например, Да, например, кожа, но внутри мы все похожи. тяжело ли жить в России? Ну, если ваша семья богатая, легче будет. И если вы работаете, вы зарабатываете деньги Мгм, почти каждый день, ну, нормально будет. Да. мгм. Ну, ты когда работаешь, свободного времени нет. Свободное время. Ну, вы не будете работать каждый день. Зависит от ваших свободных времени. Мгм. Вы так работаете. Часто бывает, что чтобы жить в Москве, надо работать каждый день. Не каждый день, я не так сказал. Хорошо, Оливье, ваши рекомендации нашим зрителям, что нужно делать, чтобы приехать в Россию, первое, и что нужно делать, чтобы хорошо говорить по-русски? Чтобы приехать в Россию, надо копить деньги. Деньги, деньги. Вот. И надо купить куртку, пальто тоже можно. И вы сможете жить в России. То есть, если нет куртки, совсем тяжело. Куртки. Ну, куртку можно купить здесь. Деньги нужны. Мгм. Так. И чтобы говорить по-русски, вам надо учить слова, вам надо узнать грамматику и говорить, много говорить с кем-нибудь. Вы в метро, вы сможете начать разговор, Мгм. где вы живете, вы сможете говорить, говорить. И очень важно учить слова, потому что без слов вы не сможете говорить, без грамматики вы не сможете правильно говорить. Вот. Все. Оливье, знаю, что рядом лежит как раз предмет, который всегда с вами, который помогает учить слова. Да. Если я забываю, вот я просто... Вот, тетрадь называется слова. Тут есть много слов. После каждого слова, какой падеж мне нужно использовать, мне надо использовать. Вот. Не просто глаголы, но и падежи. Да, контекст. Да. Обязательно нужно учить в Вот. контексте. Оливье, вы бы хотели и дальше учиться в России и жить в России? Если вы мне даете эту возможность, Мгм. ну, то я буду жить в России. Я хочу жить в России, но я еще не знаю. В будущем Мгм. мы узнаем. Да. Ну что, спасибо, Оливье. Пожалуйста. Это было первое интервью. Надеюсь, вам понравится, и мы будем регулярно записывать похожие интервью, потому что
Сейчас у меня много студентов в университете, и все они такие молодцы, такие интересные люди, поэтому хочется всех познакомить, как-то поддержать и вас тоже в изучении русского языка. На этом все. Подписывайтесь. Давайте дружить и общаться в социальных сетях. Пока-пока. Пока-пока. До скорой встречи.